Всем привет! Сегодняшнее видео у нас будет о 6 бесплатных музеях в Афинах. Возможно, вы даже никогда не слышали об этих музеях, может быть, слышали об одном или двух, но обо всех 6 музеях вы точно ничего не знаете. Итак, я думаю, это видео будет интересным, познавательным, и давайте начнем. Музей номер 1 находится в Марине Флизву. Это единственный в Греции плавучий музей, корабль-музей плавучий. А как же Аверов, спросите ли вы? Но Аверов на самом деле уже давно прикован ко дну, и это не является плавучим музеем. А вот корабль Нереида в Марине Флизву очень даже выходит иногда в аргосаронические воды, и бывает в Навплио, Леонидио, и даже была замечена в Марине Зея. Это бесплатный корабль-музей. Он обычно открыт во второй половине дня, где-то 6 часов. 6 часов, в общем, открыт. Все подробности, детали, часы, телефоны, локации я оставлю в описании к этому видео. Чтобы туда попасть, вам предоставляют перчатки, бахилы и заносят вас в список гостей. Пишут вашу фамилию, имя. И, к сожалению, фотографировать в музей нельзя. Вот так вот. Запрещено. Там везде висят камеры, за вами смотрят. Что представляет собой этот музей? Это, можно сказать, такой мемориал. Владелец этого корабля Янниса Латисиса, собственно, спонсируется этот музей из его фонда Янниса Латисиса. По нему можно снять отдельное видео. Очень интересная личность. Неплохо так загрязнил часть Аттики. Но это не будем об этом в этом видео. Итак, корабль после 2013 года был списан. Вообще он был построен в 1939 году. Такой ретро-корабль. Он возил людей, был пассажирским кораблем. Вот. В 2014 году был реконструирован и открыт для посещения в качестве музея. Вот такое вот интересное место. Очень рекомендую, особенно если вы находитесь в Марине Флизву. Итак, приступаем к музею номер 2. Но об этом музее вы, наверное, слышали. Этот музей находится на станции Пирей, портовая станция, поэтому если у вас есть какое-то время в первой половине дня, потому что он до 2 часов открыт, вы ждете свой корабль, вы можете посетить этот музей. Или, например, вы, наоборот, с порта Пирей берете Электрико, это зеленая ветвь метро, и у вас есть время, тоже рекомендую посетить. Это музей электрической железной дороги. Ну, как известно, открыта железная дорога с Пирея в Кефисью была больше 100 лет назад. Соответственно, в этом музее много всего интересного. Как этот музей вообще возник? Задумка пришла к работнику железной дороги Манолису Фотопулосу в 90-м году, а в 95-м году он вышел на пенсию и со шляпой и киркой отправился добывать, отрывать, разгребать экспонаты для этого своего музея. Как мне сказал хранитель музея, который ходил за мной по пятам, чтобы я нигде не фотографировал, нельзя фотографировать, опять-таки, да. Эти часы были откопаны на аммонии в мусорке. Этот вагон, там представлен целый настоящий деревянный ретро-вагон 50-х, по-моему, годов, но я могу ошибаться, в который можно зайти, посидеть. Тоже там где-то он его нашел. 3 этажа. Музей небольшой, совсем маленький, крошечный, но в нем 3 этажа, и вот каждый квадратный метр он просто напичкан всякими интересными макетами, интересными всякими предметами, которые имеют отношение к железной дороге, старой железной дороге. В общем, это очень любопытное, интересное место. Единственное, что если у вас много человек, то, наверное, лучше бронировать, заказывать заранее. Да, он бесплатный, но все равно, чтобы точно знать, что там не будет какой-нибудь группы студентов, школьников, потому что там бывает иногда экскурсия проводится. Вот такой замечательный музей.
В 2005 году он был открыт, тогда было всего там 105 экспонатов, а сейчас более 2000 экспонатов. И в 2013 году он даже расширился. Вот. И мы переходим к третьему музею. Третий музей — это очень такой серьезный, знаете ли, музей, не для слабонервных. Называется Кураи 4, по адресу Кураи 4, Платея Кураи, метро, по-моему, по Напистыме, то есть самый-самый центр города. Да-да-да, бесплатный музей. Это музей находится в подвальном помещении очень старого дома, то есть дому около 100 лет. И этот подвал являлся тюрьмой во время Второй мировой войны. То есть там были и греки, и иностранцы, в общем, все те, кто, все бойцы сопротивления, скажем так. И туда вообще немножко сложно найти, тут нужно знать, какой именно вход. Это подвал, то есть там висит небольшая табличка, такая не очень больших размеров. Огромная такая железная дверь, эти с таким, как в подводных этих лодках, чтобы закрывать. В общем, очень-очень так серьезно все там. Его в 90-м году этот подвал очистили, сохранили вот практически в таком виде, вот как он был в 1944 году. Очень много там вот настенного искусства. Это вот именно то, что заключенные... Там, кстати, очень много людей умерло, и детей тоже в том числе. Очень много картинок, надписей. В основном это надписи уже ближе к 1944 году. Потому что немцы закрашивали, они все время обновляли, они боялись, что одни пленные передадут какую-то ценную информацию другим, и они старались все закрашивать. Поэтому или это уже более поздние рисунки и надписи, или это те, которые были каким-то образом уцелели под краской, то есть краска ушла. Вот. Этот такой арт остался. Там много всего очень странного, интересного. Снимать, фотографировать там можно. И я рекомендую вам посетить, скорее без детей. Потому что ребенок ничего не поймет, и это не нужно. Вот с подросткового возраста, возможно, да. Вот. И мы переходим к четвертому музею, куда уже я рекомендую прийти с детьми. Потому что это музей естественной истории, музей натуральной истории. Он находится в замечательном Афинском районе Маруси. И у этого музея замечательный сайт. На этом сайте есть какие-то какие-то игры, пазлы для детей. На этом сайте указано, какой бесплатный автобус со станции Маруси вам взять, чтобы доехать в этот бесплатный музей. Там есть 3D, можно отправиться в виртуальное путешествие по этому музею, экскурсию. Так что музей потрясающий, фантастический. И музей, и веб-сайт рекомендую. И сам район Маруси, в нем приятно прогуляться по нему. В музее 2 этажа. Не могу сказать, что он очень маленький, небольшой, но очень такой уютный. И там свободного прямо сантиметра нет, все занято интересными. Ну, в основном это чучело животных различных. Даже белый медведь есть. И много разных птиц. И, в общем, очень рекомендую к посещению этот музей. Очень-очень понравилось. И рядом детская площадка, и парковку найти легко. И часы работы у него человеческие, нормальные. Потому что, например, в музее Кураи тоже с 9 до 2, по воскресеньям, понедельник не работает. Вот. И мы переходим к 5-му музею. Это археологический музей Ахарне. Как возник этот музей вообще? Он возник благодаря тому, что благодаря, собственно, платной дороге Атыки. Там вот национальная дорога, где пересекается с дорогой Атыки, в районе Ахарне, были произведены масштабные работы.
достаточно на глубине были найдены интересные артефакты, археологические находки. Вот все они находятся в этом музее. От мезолита, неолита до раннего византийского времени. Очень интересно. Там даже кикладское искусство. Там, очень такие уникальные. В основном небольшие предметы, но тем не менее очень уникальный. И вот такой вот музей был создан, бесплатный. И, к слову сказать, находится он совсем недалеко от афинской Микенской гробницы в Афинах, то есть в районе Ахарне. Замечательно есть гробница Микенская в прекрасном состоянии. Мало кто не знает, но я об этом сделаю отдельное видео, совсем скоро выйдет, где я поделюсь больше информацией, деталями. И это был 5-й музей. А сейчас мы перейдем к последнему музею. Он не совсем находится в Афинах, он находится скорее за пределами Афин, в районе Афидне. Это станция Простиакош, это железная дорога, которая идет до Халкиды, до Салоника. Вот станция называется Афидне. То есть это находится за Татой, он на другой стороне Парнисы. Это музей ретро-велосипедов. Красивое место, такой ангар с деревянными балками. И запись туда, как запись, есть телефон, надо по телефону позвонить. В основном он открыт в субботу-воскресенье. И до определенного времени тоже, до 2-3 часов, то есть ранее, первой половине дня. Его владельцы, 2 брата, их отец эту коллекцию, собственно, и создал. И вот они поддерживают этот музей как могут. Да, он бесплатный. Можно как-то поддержать при возможности. Но, в принципе, он так неплохо себя существует. Там очень часто бывают интересные ивенты, какие-то там ретро-кары тоже есть. Конечно, бесплатных музеев в Афинах больше, но эти бесплатные музеи — это именно те, в которых я сама была. Я их рекомендую. И я с вами поделилась какими-то интересными деталями, особенностями. Поэтому, если вам это видео понравилось и вы хотели бы больше видеть таких видео, поставьте лайк, подписывайтесь, пишите мне комментарии, мне будет очень интересно. И мы скоро с вами опять увидимся, снова увидимся. До скорой встречи, всем пока!